Я в субботу планирую провести прямой эфир из Санкт-Петербурга с выставки Бато, с выставки Фешина и Эрзи. И есть в планах побывать в Академии художеств имени Репина и кое-что еще. Прямой эфир с выставки Бато я планирую запустить в 11:30 в субботу по Москве. Надеюсь, что все получится. А дальше по ходу дел я буду планировать следующий прямой эфир в субботу, и вы увидите ссылку. Юрий Каплан. Вячеслав, что посоветуете, когда работы одна за другой не получаются? Не знаю, как у мастеров это бывает. Быть может, это не мазок на холсте. Что не мазок на холсте, то шедевр всегда. Нет, это не так. А вот как быть не мастерам. Вышел на этюд, не пошло, и прямо все стер. Ну и что, такое часто бывает. Сел за этюдник дома на следующий вечер, и опять промах. То композиция не ахти, то грязь в красках, и вот и вновь холст испачкал, а результат отсутствует. Это абсолютно нормально. Интересно услышать ваши идеи на этот счет. Ну, я много раз писали с Бато вместе, и видел, как он писал, я не знаю, несколько там, ну не часов, хотя, может, и часов. И потом все просто счищал все и вот так вот замазывал. Ну, это нормально, потому что есть такая сложность сюжетов, вроде бы и простых, что ты и так пробуешь, и эдак, и ничего не идет. Это абсолютно нормально. Вспомните Мыльникова, который говорил, что ну вот сегодня вот я закончил поздно ночью и с ощущением, собственно, гениальности, а утром я просыпаюсь и смотрю на картину и думаю, боже, что я натворил. Это абсолютно норма. Потому что это же не переписывание, не какое-нибудь копирование той же даже природы. Это сочинение. Ну, вспомните, я не знаю, посмотрите факсимиле Пушкина. Просто лист. Там все перечеркнуто, каждое слово перечеркнуто, оставлено 2, 3, 4 на всей странице. Но в этом поиске захвачен дух. Вот это самое главное. Так что это замечательно, что мы получаем удовольствие от самого процесса живописи. Но это как, я не знаю, физик, который всю жизнь находится в формулах, потом падает яблоко, и все эти формулы складываются в единую строчку. А как у вас, друзья? Поделитесь, пожалуйста, что происходит, когда не получается. Друзья, напомню про скидку в 60% на все уроки в моей онлайн-школе через Черную пятницу. Это все идет, подарки вам. Заходите на сайт, выбирайте, читайте отзывы, смотрите видеоанонсы. Алекс Русалев. Сравнение с Кинзо и Фешиным просто супер. Кинзу я в свое время просто люто не переносил, я тоже. И не понимал, как такое люди вообще могут употреблять в пищу. А потом как-то в одночасье почему-то зашла мне кинза. Да так, что просто теперь обожаю ее. Ну вот видите, как все меняется. Любимая травка стала, думаю, навсегда. Также и с Фешиным. Не понимал его творчество, но после того, как ты все время упоминал его имя, стал присматриваться и в конце концов полюбил. Почти так же сильно, как кинзу. Но проблема у меня следующая. Если раньше мне что-то нравилось, и я даже складывал это в папку референсы, или даже писать конкретно, папка такая, то через год-два я смотрел на большинство своего склада и не понимал, как мне это все могло нравиться. Но опять же идет рост. То есть вы сначала кинзу полюбили, а потом раз, через еще какое-то время стали сельдерей, например, каждый день резать на кусочки, и прям слюни текут. После сельдерея пройдет время, еще, не знаю, турнепс начнете обожать. Ну что ж делать? Нормально, это же ход вещей естественный. А сейчас ситуация усугубилась. Так, начинаю писать понравившийся сюжет, и уже в процессе, особенно ближе к завершению, теряю интерес. Ну, это Октава Гурджиева, да. Так, к этому сюжету, и уже либо доделываю работу через силу, либо вообще бросаю. Что, конечно, грустно. Ну, а что ж грустить-то? Ну, не пошло, не зашло. Не хватает еще, да, вот этой
сила любви, она утрачивается. И так с большинством работ, в смысле картин. И что делать, как быть? Друзья, помощь зала Алексу Русалеву. Напишите, что делать. Теряется интерес. Так у меня из-за этой потери интереса, из-за нее, в общем-то, 15-летний перерыв случился. Так что, может, вам на перекур уйти? Ну, не на 15 лет, на 16. Перекурить всегда в этом смысле полезно, потому что ты отложил ее. Постоял, подумал. Ну, можно все отложить, кстати. Я же отложил все. Подумал, поразмыслил вообще, зачем это все. Вот, к чему оно? Вот это, другое, третье. Зачем я все это пишу? Это, кстати, вопрос такой вот очень личного характера. Я ж не могу дать вам ответ, зачем вы пишете. Про себя я могу сказать. Коньяк должен настояться, Алекс. Пусть он постоит в темном месте. Лимончелло в темном лучше стоять. Например, там килограмм лимонов, цедру снимаете. Ну, я с водкой делал. А лучше, говорят, со спиртом. И в темное место. Сахара, правда, много. Я половину сыпал, и даже лучше. Математики, физики говорят, что приходит как бы сверху. Вот. Ну, вспомните, как таблица Менделеева, да? Он все ковырял, потом ночью хопа, и все пришло, все выстроилось. То есть нужно отпустить на какое-то время, отложить эту ситуацию с тем, что что-то не получается. И интуитивно, где-то на заднем плане, потихонечку так почти не ждать. Чуть-чуть ждать ответ. И он придет. Приходит мысль, приходит понимание, как ту или иную работу закончить. И каждому из нас нужно просто разное время, чтобы оно пришло. Мысль приходит. Я же не готовлюсь вот отвечать. Просто вы задаете вопрос, я читаю его прямо вот сейчас. И жду, пока она приходит, эта мысль. Что приходит, то я и говорю. Иногда нужно подумать, поэтому в этих видео есть склейки. Но подумать я называю это время, когда я просто вот раз вот расслабляешься и ждешь, пока придет ответ на что-то. Так и здесь. Дима, 727. Вячеслав, компания важна, конечно. Но это речь о компании, в которой ты выставляешься, с кем ты выставляешься. Был в коробке, с удовольствием впечатлился вашими работами, спасибо большое. И компания под стать, да, компания хорошая. В очередной раз убедился, что картины надо смотреть вживую, о чем я и говорю. Ну, по телефону вы, например, по WhatsApp, даже по видеосвязи вы, например, разговариваете с кем-то. Вы не можете даже его пощупать, обнять там за могучие плечи, потрепать, я не знаю, по загривку, ну, любя. Просто ба-ба-ба-ба-ба. Нет ощущения того, что человек рядом. Оно есть, но все равно не полное. Ну, согласитесь. А почему я так размышлял? Да потому что почему-то, вот когда ты по видеосвязи, например, разговариваешь, нужно все время говорить. Либо та сторона говорит, либо это. Молчание не всегда воспринимается как контакт близкий. А в общении ты можешь пойти там, в другую комнату, прийти сказать одно слово, или там что-то еще, выпить, например, чай с человеком, молча. Молчание наполнено вашим присутствием, ну, той и другой стороны. Есть что-то, ну, аура какая-то, поле. Так и здесь вы приходите пообщаться тихо, молча, с картинами. Ну, в Третьяковку вы заходите. Нет же такого ощущения, что все шепчутся. Нет, ну, тихо довольно-таки. Это какое-то молчаливое счастье, когда ты открываешь в себе, резонирует что-то. Твоя красота общается с красотой, которую художник создал, с его красотой. И возникает, ну, синергия, усиливается красота, количество красоты. Так что небольшой анонс о выставках, в коих я сейчас участвую. Друзья, напомню вам, что персональная выставка моя в галерее «Луна» в Нижнем Новгороде проходит до 5 декабря. Я привез на нее более 40 работ.
А в Москве в галерее арт-пространства «Коробка» проходит выставка «Современный русский импрессионизм». Она проработает до 3 декабря. Юзер бум-бум-бум. Вы так заманчиво рассказываете и показываете все про академичку. Подскажите, это место в деревне Охотино, недалеко от Переславля-Залесского? Нет, это не Охотино. Это академические дачи имени Репина под Вышним Волочком. Можете набрать в Яндексе. Если нет, поправьте, поправил. А можно ли туда приехать, например, одному художнику? Конечно, можно. Ну вот вы наберете в Яндексе академические дачи имени Репина, и там будут все контакты. Любых, как там принимают гостей. Очень вежливо и кормят 3 раза в день. И укладывают в койку, и мастерскую дают. Как так? Любых желающих пописать художника? Любых. Если можно, или расскажите немного организационные моменты. Или адрес и ссылку. Ну, адрес вы найдете и ссылку, как туда можно попасть самому. Ну, так вот. Так что звоните директору, управляющему. Юлия Петрова вам ответит любезно и скажет, когда вы сможете приехать. А у меня там будет семинар с 8 по 11 февраля. Милости прошу, записывайтесь. На сайте есть все про этот семинар, так что, надеюсь, до встречи. Друзья, ну вы знаете, что надо делать. Подписываться на канал, если он вам интересен, нужен. Оставляйте комментарии. И предлагаю вам еще одно кино посмотреть сейчас следом. «Чай с запахом сирени». Там тоже отметьтесь, пожалуйста. Ну, пока.